Всем по скелету в шкафу, друзья! Меня зовут Сергей, и мы продолжаем узнавать о темных существах нашего мира. После того случая, который произошел в доме напротив, я понял, что хочу не только спасать мирных людей от разного рода монстров, но и изучать их. Представьте, это же целый новый мир, который не был изучен ранее. Как появляются призраки и почему одни убивают, а другие помогают? За этот год я сумел подружиться с двумя привидениями – Кельт и Макс. Двое друзей, которые погибли совершенно нелепой смертью. Ночью катались на велосипеде в кромешной тьме и на всей скорости въехали в поле кактусов. Они отказались идти в мир иной, поэтому остались на земле призраками. Веселые ребята, правда, любят пакостить и пугать людей. Когда я проезжал мимо одного заброшенного села, я остановился, чтобы проверить, не пробил ли я колесо, а когда вернулся, увидел огромное количество сообщений от моего друга Игоря. Он попросил меня заглянуть в село под названием Мясной проезд, а я как раз там и находился. Игорь отметил, что он здесь был вчера, осмотрел почти все, кроме одного дома, в который я должен зайти. Название села весьма оправдано. Еще в 19 веке богатые купцы приезжали сюда, чтобы приобрести большое количество мяса. Но, насколько я знал, во время войны боевые снаряды разрушили село, и все жители погибли. В нашем деле отказывать в помощи не принято. Поэтому я отправился на поиски этого дома. Но чем же этот дом мог так заинтересовать моего друга? И еще меня волновал вопрос – как Игорь вообще узнал, что я сейчас нахожусь рядом с мясным проездом? Было очень странно, конечно, и еще рука у меня начала так болеть, будто ее резали ножом. Я взял необходимые приспособления и оружие и отправился к этому дому. Боль в руке не утихала, а наоборот становилась еще сильнее. У охотника за сверхъестественными есть одно правило – идешь куда-то, напиши коллегам, чтобы в случае твоей пропажи они знали, где тебя искать. Я так и сделал, написал в наш общий чат охотников. Подойдя к этому дому, я удивился, ведь внешне он выглядел лучше остальных, как будто военный снаряд падал так, чтобы не задеть этот дом. Когда я зашел внутрь, у меня началась жуткая головная боль. Перед глазами мелькали какие-то картинки, какая-то старуха, как будто я здесь уже был. Я снова открыл наш чат и увидел массу очень странных сообщений от своих друзей. Все спрашивали у меня, где же Игорь и сколько мы еще здесь пробудем. Я как будто сошел с ума. Тогда я решил пролистать переписку, и мое тело покрылось холодным потом. Вчера я написал в нашем чате, что мы с Игорем отправляемся в это село. И даже прислали наши селфи. Но я точно помню, что вчера был в другой части страны и разыскивал призрака лесника. В этот момент я увидел, как какая-то старуха ходит возле моего автомобиля. Я побежал в ее сторону, но она просто исчезла. Что она хотела найти в моей машине? Я открыл заднюю дверь, возле которой она стояла, и чуть не упал от ужаса. Там лежало мертвое тело Игоря. Что же это получается? Все время, пока я был за рулем, он лежал мертвый на заднем сиденье, и кто-то написал с его телефона, чтобы я проверил дом. Кому это было нужно? Я попытался вытащить его из машины и сразу заметил на его руке странную царапину. Но когда разглядел, увидел лицо той самой старухи. Я стал чувствовать адскую боль в своей руке, и когда приподнял рукав, увидел точно такую же царапину. Подпишись на канал, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Продолжение следует.